Старое поколение, а именно Сиба, не выдерживает давления от безумных действий Тихира и Хакури. Главный герой бежит по острию лезвия, невзирая на то, что это может его убить. Несокрушимость собственных принципов и невероятный конец арки Ракудзеичи. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Поскольку Кьора не способен был избежать уничтожения пространственного хранилища, несмотря на то, что это может быть последним, что ему удастся сделать в своей жизни, Тихира и Хакури приступили к спасению людей внутри пространства клана Сазанами. Для этого главный герой активировал технику Нисики, дабы в несколько раз увеличить свою скорость, чтобы успеть прикоснуться к заложникам в уничтожающемся пространстве, после чего, передавив небольшую часть духовной энергии, Хакури перемещал их за пределы Ракудзеичи. И так как у Хира нужно было сделать еще множество раз, используя для опоры только парящие обломки, ведь по словам Хакури в этой области осталось еще около 36 человек, что в целом заставляло его товарищей усомниться в успехе этой операции, ибо все, что сейчас замедляет самоуничтожение пространства хранилища, это воля Кьоры. И если катана Магацуми или же истинный ее владелец поглотят его сознание, то все, что сейчас находится в этом пространстве, будет безвозвратно уничтожено. Но несмотря ни на что, Ракухира не дрогнул и продолжил выкладываться на полную. В реальном же мире происходил полный хаос. Сила катаны Магацуми все еще распространялась по Ракудзеичи, из-за чего покидать это место начали не только преступники, но и группа торгов Комунаби, поскольку было уже очевидно, что аукциону, как и его главе, пришел конец. Видя происходящее, Сиба начал паниковать и настаивал на том, чтобы Хакури вытаскивал главного героя из того пространства, ведь буквально еще одно мгновение и оно перестанет существовать. Находясь на грани жизни и смерти, Кьора внезапно вспомнил последние слова своей жены, которая желала, чтобы ее муж перестал проводить Ракудзеичи. Она считала, что все были слишком одержимы традициями клана Сазанами. Кьора хоть и понимал, что без этого его жена возможно была бы счастливее, но Ракудзеичи дало ему все, брак и должность, к которой он стремился. Вот только вспомнив последние слова жены, что если бы Ракудзеичи не было, возможно тогда их семья стала бы по-настоящему крепкой и счастливой, представляя, как он вместе со своей женой и детьми вместе ужинали за одним столом. Однако, как глава клана Сазанами, он самолично разрушил все это, оставаясь верным своему делу до самого мозга костей. К тому же непоколебимое желание защитить Ракудзеичи позволило ему подавить влияние катаны на его разум, заявив, что несмотря ни на что он не отступит и уничтожит всех, кто посмеет помешать проведению Ракудзеичи. А тому, кто прикончит их, он готов дать тому все, что он пожелает, тем самым настроив всех преступников против Хакури и его товарищей. Сиба был просто поражен, что одержимость Кьоры позволила ему подавить влияние катаны Магацуми, понимая, что эти трое, Тихира, Хакури и Кьора, просто безумцы, готовые идти до конца, невзирая на собственную жизнь. Даже Хиюки была шокирована такой самоотверженности, но дабы попытаться довести операцию до конца, Кагари и Сиба принялись защищать Хакури. В это же время в пространственном хранилище Тихира спас уже 26 человек из 36, осталось 10, но несмотря на то, что оба они уже были на пределе, никто из них не собирался отступать, не желая жертвовать невинными жизнями. Однако в момент, когда остался всего один человек, Кьора достигает своего предела, безвозвратно потеряв контроль над пространственным хранилищем, которое в это же мгновение было уничтожено вместе со всем его содержимым. В этот миг сердце Сибы буквально разрывалось, ибо он переживал за главного героя. Но Хакури гордо заявил, что они это сделали, а сам Тихира в последний момент был перемещен на сцену Ракудзеичи. Оказавшись в такой ситуации, Кьора осознал, что причина его неудачи не была заключена в Ракудзеичи. Глава клана Сазанами понял, что все сложилось подобным образом из-за того, что он не верил в Хакури, что привело к разгрому не только самого Ракудзеичи, но и к краху собственной семьи, говоря, что он единственный, кто не смог довести свою миссию до самого конца. Кьора принял свое поражение. Потеряв все, он больше не мог считать себя главой клана Сазанами, вследствие чего он положил на пол магическую катану Магацуми, таким образом приняв
в свою судьбу. Сазанами Кьора погиб, но даже оказавшись перед лицом смерти, он все равно оставался верным своему делу и убеждениям. Как истинный глава клана, он действительно отдал свою жизнь ради Ракудзеичи. И хоть Кьора является антагонистом этой арки, вот только смотря на его самоотверженность, у меня это вызывает лишь уважение к этому персонажу. Ведь этот человек шел до самого конца, гордо продолжая дело своей семье. Несмотря на то, что Тихира добился своей цели и теперь он может забрать себе катану Магацуми, однако не забываем, что на этот магический клинок нацелен не только он, но еще и глава организации черных магов Хисяку, а также Кагари Хиюки. Так что ждем в следующей главе сюжетный поворот от Хакадзона. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.